Пока матрица сохнет до завтрашнего дня, я уже говорил, нам нужно подготовить ткань. Так как шлем у нас имеет сферическую форму, нам будет совсем непросто сделать на него выкройки. Мы будем делать выкройки по принципу футбольного мяча. Все видели, как футбольный мяч сшит, то есть там такие шестиграннички типа сот. Вот, мы пошли по тому же пути. Смотрите, вот такой набор получился у нас лекал, выкроек. Так-то они все складываются. Вот это отсюда, это отсюда, это вот отсюда. Ну и это тыльник. Смотрите, как они делаются. То есть эти лекала. Делаются они достаточно просто. Задача наклеить скотч как можно ровнее, то есть без всяких складок. Вот мы прям наклеиваем. Вот. Без складок. Вот. Теперь мы прорисовываем линию по этому скотчу. Вот, и клеим второй слой скотча. Эту линию мы нарисовали для того, чтобы она у нас была видна через второй слой скотча, потому что на двух слоях скотча линию не видно, как обычно, как правило. Нанесли второй слой скотча и теперь еще раз прорисовываем контур нашего будущего лекала. Вот. После этого наша задача аккуратно снять. Сняли, перевернули и наклеили скотч теперь уже с обратной стороны. Опять же стараемся сделать это без складок. Ну, получилась у нас вот такая вот портяночка, да, которая у нас четко сюда подходит. То есть вот с этой стороны она. Вот теперь наша задача ее вырезать ножницами либо ножом. Вот у нас получилось лекало, которое у нас четко повторяет наши контуры. То есть оно встанет у нас вот сюда. Раскрой ткани. У нас есть лекало 5 штук. Вот. Нам нужно вырезать из каждого лекала по 2 куска ткани. Вот таких. Потому что мы с вами отлекалили только одну половину шлема, вторая у нас зеркальная. Вот. У нас есть понятие видового слоя карбона, да, это тот слой, который будет нам виден. Мы его будем укладывать первым в матрицу. Вот. Дальше пойдут у нас конструкционные слои, те слои, которые будут давать нам жесткость. Вот. Но первый слой у нас видовой. Вот. Мы хотим получить фактуру Forged Carbon, то есть кованого карбона. Ткани такого плетения в природе нет, и мы будем создавать ее сами. Создавать мы ее будем на базе 450-го биаксиального полотна. Вот. Что такое биаксиальное полотно? Би значит 2, axial направление, то есть это двухнаправленная ткань. Вот. Одно направление ткани у нас лежит так, второе направление ткани у нас лежит так. То есть они лежат относительно друг к другу под 90 градусов, но они у нас между собой не переплетены, да, как любая другая ткань. Они у нас просто прошиты нитью. Эта ткань у нас будет основой.
декоративный слой мы будем создавать вот из этой ткани. Но прежде чем создавать декоративный слой, мы должны нарезать фракцию. То есть вот эти беспорядочные, хаотичные частички. Нарезать мы их будем ножом. Мы отрезаем небольшой квадрат ткани. И сейчас будем работать с ним. Рулон нам больше не понадобится. Вот, теперь эту ткань мы нарезаем по диагонали. Мы нарезали нашу ткань. У нас получились вот такие частички. Они у нас разного размера. Есть побольше, есть поменьше. Вот из них мы сейчас и будем создавать наш видовой слой, который будет нам давать текстуру Forged Carbon. Далее мы вырезаем по нашим лекалам заготовку. Мы вырезали заготовку. И теперь на эту заготовку мы будем наносить вот эти чешуйки. Наносить мы их будем хаотично. Для фиксации вот этих частичек мы будем использовать клей для фиксации. Это будет Grabber 88R. Можно использовать любой другой. Нанесли клей, положили нашу заготовочку. И теперь начинаем укладывать наши частички. Вот укладывать мы их будем в несколько слоев. Не надо сразу стремиться получить тот рисунок, который вы хотите увидеть. Вот, сперва мы закроем первым слоем. Мы нанесли первый слой. Сейчас мы опять нанесем клей и будем укладывать второй слой, чтобы нам перекрыть вот эти белые нитки. Клея много лить не надо, то есть нам нужно буквально его нанести опылом, опыльно, чтобы у нас не было его переизбытка. Вот, и начинаем накладывать уже второй слой. То есть со вторым слоем у нас дела идут побыстрее, попроще. Мы нанесли второй слой, но, как видите, еще видны вот эти белые полоски нашей основы. Вот. Наша задача полностью перекрыть, и тогда у нас получится насыщенный, полный, хаотичный рисунок, который под слоем лака будет смотреться очень и очень красиво. Посмотрите, переливашка какая. Опять слой клея. И финишный слой нашего с вами материала. Сейчас мы будем стараться выбирать совсем небольшие листики, но попадаются большие. Ну, смотрите, мы уложили все слои. Вот здесь еще видно ниточку. Я сейчас сюда прямо при вас сейчас скину сюда кусочек. Вот так вот. Чпок. Закрою. Вот. Мы подготовили один матик. Вот. У нас должно быть их 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И зеркально еще 5 таких же зеркальных. То есть 10 штук. Я сделал одну. Вот. Моя задача сейчас выкроить остальные. Еще одну такую же. И собрать их в таком же порядке.
Очень важный момент. Края у нашей выкройки должны иметь вот такой рваный характер, чтобы при накладывании друг на друга у нас не было видно четкого ровного края среза, чтобы они у нас не обозначились. Если мы будем придерживаться вот такой тактики, то на видовом слое это все будет выглядеть одним целым. На этом часть урока заканчивается. В следующем уроке мы уже будем собирать систему, то есть мы будем укладывать все слои в матрицу в нашу, и мы будем собирать вакуумную систему. Мы будем подключать насос, мы будем подключать дегазатор, мы будем подключать ресивер. То есть соберем системку маленькую, небольшую, и уложим все слои ткани и подготовим нашу матрицу, нашу деталь к инфузии.